Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами свяжем пинетки с принтом. Эти пинетки выполнены из мерсеризованного хлопка от Спихорки. У пинеток двойная подошва, и между подошвами я сделала подкладку из фетра. Видео я разделю на две части. В первой части мы свяжем подошву, основание от подошвы и мыс. Во второй части мы с вами свяжем язычок и боковые стороны с узором. Как вы уже поняли, для одной пинетки нам понадобится 2 подошвы и подкладка из фетра. Одну подошву я уже связала. И смотрите, подкладка из фетра немного меньше, чем сама подошва. Это нам нужно для того, чтобы нам было удобно связывать 2 подошвы вместе. Размер подкладки из фетра 10,5 см, размер подошвы 11 сантиметров. Давайте начнем вязать вторую подошву. Крючок я буду использовать 2 миллиметра. И начинаем вязать. Делаем начальную петлю. И дальше набираем цепочку из 20 воздушных петель. Воздушные петли набраны. Далее одну петлю первую пропускаем и со второй начинаем вязать. Вяжем 9 столбиков без накида. Далее мы будем вязать один полустолбик с накидом. Делаем накид. Достаем рабочую нить и провязываем все 3 петли вместе. Сделали. Далее вяжем 9 столбиков с накидом. Кстати, для начинающих у меня есть отдельное видео на канале. Там я показываю, как вязать основные столбики для того, чтобы вязать пинетки крючком. Можете его посмотреть. Итак, у нас осталась последняя петля. В эту петлю мы провязываем 9 столбик с накидом. И далее еще в эту же петлю мы вяжем 6 столбиков с накидом. Таким образом у нас в одной петле получится 7 столбиков с накидом. Провязали 7 столбиков в одну петлю. Далее вяжем 8 столбиков с накидом.
Далее вяжем один полустолбик с накидом. Сделали накид и провязываем все 3 петли вместе. Далее вяжем 9 столбиков без накида. И смотрите, провязываем 9 столбик без накида и в эту же петлю вяжем еще 3 столбика без накида. Таким образом, в одной петле у нас получится 4 столбика без накида. Провязали. Далее делаем 2 соединительных столбика. Один делаем в самую первую петлю, провязали, и второй соединительный столбик в следующую петлю. Провязали. Первый ряд подошвы у нас готов. Далее приступаем вязать второй ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и вяжем 16 столбиков с накидом. Когда провяжем 16 столбиков с накидом, мы будем делать прибавление. И давайте провяжем эти столбики самостоятельно. 16 столбиков с накидом я провязала. Дальше мы будем делать 7 прибавлений. В одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом. Один и второй столбик с накидом в эту же петлю. Одно прибавление сделали. Далее вяжем второе прибавление в одну петлю, 2 столбика с накидом. Второе прибавление сделали. Третье прибавление вяжем в одну петлю, 2 столбика с накидом. И таким образом мы провязываем 7 петель, в каждую петлю по 2 столбика с накидом. Итак, 7 прибавлений мы сделали. Далее вяжем 17 столбиков с накидом. Делаем накид и провязываем 17 столбиков с накидом до следующего прибавления. Следующее прибавление мы будем делать на пяточке. И давайте провяжем самостоятельно до прибавления. 17 столбиков с накидом я провязала. Далее будем делать 5 прибавлений. Делаем накид и в одну петлю вяжем по 2 столбика с накидом. Все повторяем так же, как и на мыске, только на пяточке у нас получится 5 прибавлений. В одну петлю по 2 столбика с накидом. Видите, да? 2 прибавления мы уже сделали. Третье прибавление мы сделали. Четвертое прибавление в одну петлю, 2 столбика с накидом. И пятое прибавление, последнюю петлю, 2 столбика с накидом. Прибавление сделали, далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И второй ряд у нас готов. Далее приступаем вязать третий ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема и в третьем ряду мы провязываем 17 столбиков с накидом до прибавления. Давайте провяжем 17 столбиков с накидом самостоятельно, а далее уже будем делать прибавление вместе. «17 столбиков с накидом я провязала, далее будем делать прибавление. В одну петлю вяжем также 2 столбика с накидом, а вот в следующую петлю мы вяжем только 1 столбик с накидом. В следующую петлю мы вяжем снова 2 столбика с накидом, делаем прибавление, второе прибавление. В
следующую петлю мы вяжем только один столбик с накидом. В следующую снова делаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петлю. Таким образом, на мыске мы делаем прибавление через одну петлю. В одну петлю 2 столбика с накидом, в следующую 1 столбик с накидом. И так у нас получится 7 прибавлений. Семь прибавлений мы сделали. Далее вяжем 18 столбиков с накидом до прибавления на пяточки. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, 18 столбиков с накидом я провязала. Далее делаем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом. Таким образом делаем одно прибавление. В следующую петлю вяжем только один столбик с накидом. В следующую петлю 2 столбика с накидом делаем прибавление. То есть повторяем все то же самое, что и с противоположной стороны. Только на пяточке у нас получится 5 прибавлений. В одну петлю 2 столбика с накидом. В следующую 1 столбик с накидом. И вяжем последнее, пятое прибавление. В одну петлю 2 столбика с накидом. Все прибавление мы сделали. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И вот такая подошва у нас готова. Далее мы будем соединять две подошвы вместе. Для этого подошвы складываем вместе изнаночной стороной друг к другу. Вот таким образом. Когда мы немножко свяжем подошву вместе, мы уже вставим подкладку из фетра вовнутрь и продолжим дальше связывать подошвы вместе. Одну подошву, первую, которую я связала, я ниточку отрезала и спрятала. И мы будем начинать связать с противоположной стороны. То есть не там, где мы закончили вязание, а с противоположной стороны, вот с этой петли. Когда я связала вторую подошву, я ниточку оставила, и этой нитью мы начнем связывать две подошвы вместе. Протягиваем петлю, соединяем две подошвы вместе. Так. И дальше связываем две подошвы вместе соединительными столбиками, не пропуская ни одной петли. Мы вяжем соединительные столбики. Вот таким образом. И еще немножко провязываем соединительными столбиками, потом мы ставим подклад из фетра. Вот до этого места приблизительно. Итак, я довязала вот до этого места соединительными столбиками. Получился такой кармашек. И в этот кармашек мы вставляем подкладку из фетра. Равномерно ее распределяем внутри.
Так. И дальше продолжаем связывать соединительными столбиками 2 подошвы до конца ряда, до того места, где мы начинали вязать соединительные столбики. Провязываем самостоятельно вот до этого места. Итак, я соединила подошву вместе. Смотрите, там, где у нас идет вот такая косичка, это у нас будет лицевая сторона, поэтому петлю, которая у нас осталась, протягиваем на изнаночную сторону. Протянули, делаем петельку, отрезаем нить и прячем ее вовнутрь. Подтягиваем немножко и прячем. Итак, двойную подошву мы связали. Далее приступаем вязать подъем от подошвы. Как я уже говорила, где у нас косичка — это лицевая сторона, где у нас идет просто вот такой шовчик, вот такие петли — это изнаночная сторона. И вот за эти вот петли, где мы обвязывали, связывали 2 подошвы вместе, вот эти петли, мы будем начинать вязать. И протягиваем сюда нить. Я начинаю вязать с нити белого цвета. Протягиваем, делаем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида за вот эти вот петли, которые у нас остались от соединительных столбиков. Ниточку, которая у нас осталась, кончик нити, мы прячем по ходу вязания, чтобы она у нас не торчала. И вяжем так столбиками без накида до конца ряда. И всего у нас здесь должно получиться 70 столбиков без накида. А конкретнее 2 воздушные петли подъема, которые мы провязали в начале ряда, это у нас считается за 1 столбик без накида и плюс 69 столбиков без накида. И всего у нас получится 70 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, до конца ряда я довязала, осталось сделать только соединительный столбик. Соединительный столбик делаем во вторую воздушную петлю подъема. А точнее, здесь уже мы меняем цвет. Заводим крючок во вторую воздушную петлю подъема и протягиваем уже нить другого цвета. В моем случае это черный цвет. Протянули. Нить белого цвета мы оставляем, ее не отрезаем. Мы потом еще будем ею вязать. Итак, протянули. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем этот кончик нити черный, мы также прячем по ходу вязания. И далее вяжем еще 69 столбиков без накида. Первые 2 воздушные петли подъема мы считаем за столбик без накида. И всего у нас получается 70 столбиков без накида. И вяжем так до конца ряда. До конца ряда я довязала. Далее делаем соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Здесь мы также будем менять цвет. Не черной нитью мы будем протягивать, а меняем на, у меня такой малиновый цвет. Протягиваем ниточкой другого цвета. Черную нить мы также оставляем, не отрезаем, немножко подтягиваем. Ею мы потом еще также будем вязать. Вот этот кончик нити от малинового цвета я направляю в другую сторону. Ее буду я прятать в конце ряда. Набираем 2 воздушные петли и также вяжем еще 69 столбиков без накида. Немножко подтягиваем, где у нас расслабилось вязание. И вяжем столбики без накида. В
конце ряда мы прячем нить. Провязываем самостоятельно. Итак, довязала я до конца ряда, ниточку спрятала. Теперь мы делаем соединительный столбик, заводим крючок во вторую воздушную петлю подъема и меняем цвет на черный. Берем ниточку черного цвета и протягиваем. Ниточку малинового цвета мы немножко подтягиваем. Ее мы уже можем отрезать, потому что этот цвет нам не понадобится. Потом мы эту нить также спрячем, завяжем узелочки и спрячем. Далее набираем 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за один столбик без накида. И далее вяжем 69 столбиков без накида черной нитью. И давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. До конца ряда я довязала. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Здесь мы уже меняем цвет на белый. Заводим крючок, протягиваем нить уже белого цвета. Черную ниточку мы подтягиваем. Ее мы также уже можем отрезать. Потом ее также мы спрячем. Немножко завяжем узелочек там, чтобы уже надежно было связано. И спрячем. Набираем 2 воздушные петли подъема. И далее вяжем столбики без накида до конца ряда. Провязываем самостоятельно. Итак, я довязала до конца ряд. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Протягиваем нить и делаем еще одну воздушную петлю и отрезаем нить. Потом немножко подтягиваем нити, все мы спрячем. И вот что у нас получилось. Далее мы будем уже вязать мыс пинетки. Вот эти все нити я сейчас спрячу, отрежу лишнее, что торчит, и будем продолжать вязание. Все ниточки, которые торчали, я спрятала, оставила только белую нить, мы ее спрячем по ходу вязания чуть позже. Далее будем вязать мыс пинетки. Для этого находим середину. Так, нашли. И от середины отсчитываем 16 петель. И вот с этой петли мы будем начинать вязание. Соответственно, в другую сторону мы также отсчитываем 16 петель. Итак, протягиваем нить. И сейчас мы начнем вязать уже убавление. Набираем 2 воздушные петли подъема и сразу же здесь мы начнем вязать убавление. Делаем накид, заводим крючок в следующую петлю и провязываем через 2 петли и через 2 оставшиеся петли. Таким образом мы сделали одно убавление. И дальше мы также будем вязать убавление. Провязываем 2 петли. 2 петли остаются на крючке. Далее снова накид. В следующую петлю заводим крючок, протягиваем рабочую нить, провязываем через 2 петли. 3 петли остаются на крючке, провязываем их вместе. Еще одно убавление мы сделали, второе убавление. Далее вяжем еще убавление. Накид, заводим крючок в следующую петлю, достаем рабочую нить, провязываем через 2 петли, снова накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем через 2 петли и через оставшиеся 3. Третье убавление сделали. Таким образом, здесь в этом ряду у нас должно получиться 16 убавлений.
Всего на мыс у нас ушло 32 петли. Их мы сокращаем. И получается, что мы делаем 16 убавлений. Итак, 16 убавлений я провязала. Далее мы будем вязать второй ряд. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И в каждую петлю, начиная с самой первой, мы провязываем столбики без накида. Во втором ряду у нас получится 16 столбиков без накида. Давайте провяжем их самостоятельно. Вяжем. Итак, провязала я 16 столбиков без накида. В третьем ряду мы также вяжем убавление. Набираем 2 воздушные петли, делаем накид, заводим крючок во вторую петлю, одну пропускаем, вторую петлю заводим, провязываем через 2 петли и через оставшиеся 2. Первые убавления сделали, а в этом ряду у нас получится 8 убавлений. Второе убавление. Третье. И вяжем самостоятельно. 8 убавлений я провязала. В четвертом ряду мы также будем делать убавления. Таким образом, заводим крючок в первую петлю, достаем нить, во вторую петлю достаем нить и через 3 петли мы провязываем. И так далее. В одну петлю, во вторую петлю, через 3 петли провязываем. И в этом в четвертом ряду у нас получится 4 убавления. И последнее убавление. Второе провязываем через 3 петли. Четвертый ряд мы провязали. Дальше в пятом ряду мы уже будем вязать таким образом. Заводим крючок в первую петлю, достаем петельку, во вторую достаем петлю, в третью достаем петлю и в четвертую достаем петлю. И все 5 петель мы провязываем вместе. Делаем еще воздушную петлю, затягиваем. Можно сделать еще одну петлю воздушную, чтобы было конкретно уже. И нить отрезаем. Мыс мы провязали. На этом первая часть мастер-класса заканчивается. Ссылку на вторую часть мастер-класса я добавлю в описании под этим видео. До встречи во второй части мастер-класса. А чтобы не потерять первую часть, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал.